Наверное, моя биография не настолько интересная. Я родился в Лос-Анджелесе, вырос в городе Феникс, в штате Аризона. Я учился в университете имени Брандайса, Brandeis University на английском. И потом я кончил магистратуру в Гарвардском университете на, скажем, в программе регионоведения Россия, Восточная Европа и Центральная Азия, так называется. У меня такая семейная история с журналистикой. Мой отец работал журналистом много лет назад в журнале Newsweek, когда Newsweek был действительно очень такой солидной, серьезной публикацией. И я сначала, наверное, не хотел быть журналистом, но когда мне было 20 лет, когда я учился в университете, я одним летом поехал в Кыргызстан, чтобы поработать волонтером в некоммерческой организации. И наверное, стечению обстоятельств я оказался в городе Ош на юге страны во время взрыва межэтнического конфликта, скажем так. Очень серьезная, страшная ситуация. Погибло человек, примерно 500. Очень плохая ситуация, страшно было. И, напомним, что это было в 2010 году. Тогда у людей на юге Кыргызстана и вообще в Кыргызстане обычно не было дома интернета. И при этом в этих конфликтных ситуациях до появления всего этого 5G, то есть всех этих технологий, интернет вообще не работал. И то есть все это время, когда я находился в Кыргызстане, на юге Кыргызстана, то есть во время конфликта, у меня не было стабильного доступа к информации. Не было новостей. Когда мне удалось уехать из города Ош и приехать в Бишкек, где, естественно, был стабильный интернет, электричество, новости, естественно, телевидение, то я видел, как мировые СМИ освещают эту ситуацию. Американские СМИ, киргизские СМИ, российские СМИ и другие, британские. И я понял, что это, конечно, довольно неоригинально это сказать, неоригинальное выражение, но журналисты пишут первую версию истории, как говорится, черновик истории. И я понял, что я бы хотел принять участие в этом процессе. Лучше я просто расскажу про ситуацию в Кыргызстане, потому что это наиболее яркий момент. Потому что, естественно, когда работаешь журналистом в Москве, в Киеве, или освещаешь темы, связанные с Россией, с Украиной, то русский язык пригодится. То есть, когда я был в Кыргызстане, когда разразился этот конфликт на юге Кыргызстана, и киргизы и узбеки убивали друг друга, пострадали в этом конфликте больше всего узбеки. Они составляли большинство погибших в так называемых июньских событиях 2010 года. И я в тот момент жил в узбекской семье в довольно центральном районе города Ош, где в основном живут узбеки в этих центральных районах. И поэтому ситуация там была очень острая, страшная, много... ходили слухи, что вот какие-то мародеры приезжают в наш район. Были моменты, когда мы слышали очереди автомата, то есть выстрелы. Очень страшно все было. То есть дым поднимался из города, из разных районов. И в этот момент, хотя не было так много не было огромного количества информации о происходящем,
все равно знание русского языка очень сильно пригодилось, потому что это оно было моим единственным способом общаться с другими, получать какую-нибудь базовую информацию о происходящем, понимать окружающую ситуацию. И даже, мне кажется, даже были моменты, когда нужно было знать, например, сленг и жаргонные выражения. Я теперь с недавнего времени работаю в «Голосе Америки» в русской службе. Я журналист-расследователь. То есть моя задача не только проводить интервью и писать статьи, но и также расследовать, возможно, коррупцию, возможно, преступность, возможно, просто такие темы, например, дезинформацию, расследовать дезинформацию, опровергать фейки, много разных вариантов. И то есть каждый день я говорю на русском, пишу часто на русском, могу, например, провести интервью на русском, в зависимости, естественно, от языка человека, которого я хочу интервьюировать. Это просто базовая часть окружающей рабочей среды. До ноября я работал в San Francisco Standard. Это новостной сайт, который освещает новости и события в городе Сан-Франциско, и который делает довольно большую ставку который работает в интересах общества, скажем так. То есть статьи в общественном интересе, если можно так сказать. И то есть я там с коллегой мы с коллегой провели очень, по-моему, серьезное расследование, особенно для такой маленькой команды. Мы установили, что российский олигарх Сулейман Керимов, человек, приближенный к Путину, инвестировал $28 миллионов в разные компании и объекты недвижимости в городе Сан-Франциско. Самый, наверное, интересный момент в этом расследовании заключается в том, что он вложил $5 миллионов в покупку бывшей католической церкви в Сан-Франциско. То есть это церковь, куда раньше ходили обычно латиноамериканское население города. В определенный момент не было прихожан, или церковь просто перестала работать, и здание было почти пустым. И вдруг появился инвестор и айтишник, и бизнесмен, который хотел превратить это место в технологический храм. То есть вот идея необычная, и он привлек для этого инвестиции от Сулеймана Керимова. И в конце концов технологический храм оказался неуспешным. По-моему, это не так удивительно, потому что даже в городе, как Сан-Франциско, где очень много внимания уделяется технологии и IT-бизнесу, все равно технологический храм – это странная идея, скажем так. То есть, по сути, Сулейман Керимов, наверное, потерял как минимум часть этих денег и поссорился с другим инвестором, и информация об их сотрудничестве, скажем так, в инвестициях попала в судебные дела, потому что судебные споры. И в этих судебных спорах мы узнали об этой ситуации и решили ее расследовать. Оказывается, что город, или, скорее всего, политик, одном из местных политиков Сан-Франциско, хотел превратить эту церковь
хотел превратить эту церковь в приют для бездомных. В Сан-Франциско огромная проблема с бездомными, с бездомностью, с наркоманией. И вдруг пришли эти инвесторы, они купили здание, и не было приюта для бездомных. То есть вот мы видим прямое влияние инвестиций или прямой эффект инвестиций российского олигарха на общество, где находится объект инвестиций. Это очень сложный вопрос. Я бы сказал, что мы просто не знаем. Могу сказать, что искусственный интеллект уже влияет на нашу работу, просто проявляется в этих сферах и в этих узких нишах журналистики, где мы обычно не понимаем, что это искусственный интеллект. То есть на сегодняшний день уже есть такая технология автоматическая транскрипция интервью, например, звукозаписи. Это, насколько я понимаю, мне рассказывают, что эта технология базируется на искусственном интеллекте. То есть это функция искусственного интеллекта. Я бы не знал, что это искусственный интеллект, потому что часто, когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы имеем в виду генеративный искусственный интеллект. И это что-то немножко другое. Это ChatGPT, это Midjourney, то есть все эти приложения или программы, которые создают разные картины, изображения. Это очень, не боюсь сказать, крутая, интересная технология. Но пока я не вижу так много применения в журналистике. Во-первых, эти приложения пишут хорошо, но они не могут интервьюировать человека. Они часто не могут отличать факт от фейка или от лжи. То есть вот я пока не вижу, как мы можем доверять написанию статьи искусственному интеллекту для публикации. Конечно, я часто прошу ChatGPT написать текст на какую-то тему ради интереса или обычно ради смеха. И это весело и приятно, и действительно впечатляет. Но вот использовать эту технологию на работе я пока не могу, и пока я бы боялся. И, может быть, я просто приведу здесь такой интересный пример рисков применения искусственного интеллекта в креативных целях, скажем так. Может быть, я уверен, что вы знаете, наверное, зрители тоже знают сериал «Сайнфелд». Очень хороший американский сериал из 90-х. Какие-то айтишники решили создать пародию на Сайнфелд на основе искусственного интеллекта, на основе ChatGPT, программы ChatGPT. То есть они создали какие-то, скажем так, цифровые, скажем так, персонажи, фоны или разные, то есть изображения, 3D, изображение 3D гостиной главного персонажа, театра и, наверное, гостиной другого персонажа. И решили, что ChatGPT будет постоянно писать сценарий для сериала, и сериал будет показываться по интернету круглосуточно, без конца, без остановки. Сериал был, скажем, не очень смешным, иногда очень странным. Иногда были смешные моменты, потому что обычно они были абсурдными, потому что, естественно, это не за этими сценариями стоит не человек, а компьютер. Вот, то есть я интервьюировал этих айтишников, и они утверждали, что да, это начало нового поколения
так называемых генеративных медий, то есть будут сериалы, фильмы, видео, где сценарии написаны искусственным интеллектом. И, естественно, в будущем эта технология будет сильнее, станет сильнее и сильнее. То есть я опубликовал статью на эту тему. Спустя наверное, день или два дня им пришлось снять пародию на Сайнфелд с интернета, то есть со сайта, где она разместилась. Почему? Потому что главный персонаж начал рассказывать гомофобские анекдоты и шутки. И как это случилось? Ну, программа ChatGPT очень подцензурная в целом. То есть, вот, год назад можно было, например, очень хороший пример, какой-то пользователь Твиттера решил попросить ChatGPT написать авторскую колонку в стиле канадского психолога и философа консервативного толка Джордана Питерсона о том, как для личностного роста обязательно нужно засунуть живую ласку себе в штаны. То есть вот абсурдная юмористическая тема. И программа ChatGPT написала прекрасный, смешной текст на эту тему. И действительно текст напоминал стиль Джордана Питерсона. Позже в компании OpenAI, которой принадлежит ChatGPT, ввели какие-то ограничения. Ввели цензуру, грубо говоря. И я решил попробовать дать ChatGPT такое же указание, написать подобный текст в стиле Питерсона о ласке и личностном росте. И в этот раз я получил на самом деле ожидаемый, но все равно для меня неожиданный ответ. Я не могу написать этот текст, потому что подобные действия могут быть опасными как и для ласки, так и для человека. То есть ChatGPT потерял или лишился возможности отличать юмор от серьезных идей и текстов. И то есть креативности стало меньше там. Я вот думаю, это очень ограниченная платформа в этом плане. При этом платформе удалось стать гомофобом, видимо, когда она писала сценарий для пародии на Сайнфелд. Ну, то есть, видимо, мы не можем доверять свободный разговор с людьми искусственному интеллекту. Как минимум, мы пока не можем доверять такие разговоры искусственному интеллекту. Может быть, в будущем все изменится, все будет намного лучше и эффективнее, но у меня сомнения, я скептично отношусь к искусственному интеллекту. С момента появления интернета и онлайн-прессы, с момента, когда люди начали читать новости в интернете, все стало намного хуже для журналистики, потому что исчезают газеты, люди не подписываются на газеты, то есть вот не платят за журналистику. Есть paywall, есть обход paywall. В экономическом плане журналистика находится, по-моему, в печальном состоянии. Это ставит под сомнение будущее профессии. С другой стороны, мне кажется, без журналистики условия жизни в мире будут хуже, потому что будет меньше доступа к информации. Но я думаю, скорее всего, проблема в том, что я боюсь, мы окажемся в ситуации, где, по сути, существует монополия на эту информацию. Будут несколько влиятельных и очень богатых публикаций, телеканалов, веб-сайтов. И остальное, это будут какие-то блогеры, которые работают либо без зарплаты, либо работают ради того,
чтобы получить зарплату исключительно ради зарплаты, исключительно ради дохода. Ну, конечно, не все эти блогеры плохие. Ну, мы знаем, что есть Substack, сайт Substack, где люди создают свою собственную страницу и пишут свои статьи, и люди, и другие люди, читатели, могут подписываться на них и платить за эти публикации каким-то образом. Но и есть хорошие Substack, но в целом тенденция, я бы сказал, негативная. И я бы хотел добавить, что мы наблюдаем за появлением новых способов передачи информации и формирования общественного мнения. То есть TikTok — это что-то новое. Ну, может быть, не новое для подростков, но для меня это новое. И TikTok работает каким-то, наверное, очень странным способом. Ну, нет, не странным способом, просто я плохо разбираюсь в ТикТоке, но я понимаю, что это главная платформа для распространения информации не только, в основном не о новостях, но иногда о новостях и событиях в мире между особенно молодыми людьми. И то есть вот появилась эта платформа совсем недавно, в США, наверное, в 2018 году, если я правильно помню, то есть работает уже, может быть, 6 лет. И уже в значительной степени TikTok изменил распространение информации в США. В США как минимум, и в других странах тоже, просто мне трудно сказать, в какой степени. Ну вот, то есть наша медиафон, наша медиасреда меняется очень быстро, молниеносно все меняется. Очень трудно представить себе, как будет выглядеть будущее. Есть несколько разных способов, подходов. Во-первых, был такой преподаватель русского языка Борис Чехман. Может быть, вы слышали это имя. Он преподавал русский язык часто дипломатам, журналистам. И у него была такая методика. Когда я начал учить русский язык, я об этой методике не знал, но, скорее всего, я ей соблюдал даже без знания о ее существовании. Это называется по-английски Islands of Fluency, наверное, по-русски острова владения языком в совершенстве. То есть смысл в том, что нужно найти эти острова информации, где можешь свободно выражаться и разговаривать. Не то, что без акцента, но или как носитель, но свободно, чтобы носитель мог бы слушать речь и отвечать, и общаться действительно. И это значит, что если интересуешься политикой, то о политике. Если работаешь врачом, то о медицине. А если единственный интерес – это сельское хозяйство, то дай бог о сельском хозяйстве. И я считаю, что это очень важно. Нужно найти эти темы, создать для себя как определенный словарный запас, связанный с этими темами, и разговаривать об этом с людьми, читать об этом, искать информацию на русском языке об этом. То есть это очень важно, и это значит, что надо постоянно думать про себя, думать, как я бы сказал это или это, как я бы выразил или описал эту ситуацию, какие глаголы мне нужны в этой ситуации. Когда я учился в университете, в Brandeis University, и учил русский язык очень активно, но сначала этой технологии у меня не было. То есть у меня не было смартфона, я просто постоянно проверял разные слова в Google переводе или в разных онлайн словарях, или даже в физическом словаре в этом при помощи этой древней технологии, скажем так. А позже, когда у меня появился смартфон, я уверен, на сегодняшний день почти у всех студентов есть смартфон,
у меня постоянно была открытая папка с вики-словарем, чтобы проверять, чтобы постоянно иметь возможность проверять спряжение глаголов. И каждый раз, когда я вот сталкивался с ситуацией, где не знал, как ее описать на русском языке, то я проверял каждый раз. Ну, может быть, не без исключения, то есть не то, что я был, то есть, что мой подход нельзя никак критиковать. Нет, есть, я уверен, в моем подходе недостатки какие-то, или я пропустил какие-то важные моменты в изучении языка. Я уверен, что я ошибался время от времени, но в целом это все сработало, мне кажется. Хороший вопрос, и, конечно, наверное, на всех уроках иностранных языков всегда подчеркивают важность знания культуры. Я бы сказал, может быть, не к счастью во всех ситуациях, но в этой конкретной ситуации, в этом конкретном примере, к счастью, культуры на сегодняшний день сближаются. То есть есть, конечно, различия, нужно знать культуру, но это не, например, ну, скажем так, мое общение с ровесником в Украине, в России, даже в Кыргызстане отличается довольно сильно от моего общения с пожилым человеком из любой из этих стран. Потому что мы с ровесниками находимся в каком-то смысле мировой культуре. Мы все пользуемся интернетом. Мы все знаем какие-то, не все, но какие-то общие фильмы, сериалы, книги. Юмор теперь становится общим. Я не думаю, что нужно быть экспертом по литературе или по поэзии. Потому что среднестатистический человек не читает так много художественной, особенно исторической художественной литературы или поэзии. Не обязательно нужно любить сериалы какие-то или фильмы. Мне кажется, самое важное – это знать как-то правила общественного поведения. Это очень важно. Понять, наверное, различия в культуре, которые касаются межличностных отношений, иногда вот этих очень острых, тонких политических тем, например, к сожалению, о гендере и сексуальности часто бывают очень сложной, острой темой, и, например, мы, американцы, часто хотим отстаивать права всех во всех ситуациях, но иногда очень сложно, потому что сталкиваемся просто с другим мировоззрением, с которым мы не можем согласиться. Но мне кажется, самое главное – это быть открытым к познанию культуры, познанию обычаев, познанию правил общественного поведения, подходов к межличностным отношениям, наверное. Это все, что я могу сказать на эту тему. Я бы сказал в любом случае, что слово года – это AI, искусственный интеллект или ИИ, искусственный интеллект. Но, скорее всего, AI, то есть сокращение, потому что человек, который говорит искусственный интеллект или artificial intelligence на английском, как-то что-то об этом знает, что-то конкретно интересуется этим, знает больше среднего об этой теме. А вот AI – это просто в этот момент лозунг почти. То есть я даже нашел случаи, когда компания называется
что-то AI, а на самом деле это не искусственный интеллект, это просто бренд. Ну, AI там, в нем много обещаний о будущем, в нем много мифов, много надежд, много опасений. Там есть все. Это целое как будто целое измерение, целый космос, наверное, внутри концепции искусственного интеллекта. И даже мы не знаем, мы не до конца понимаем, чего ожидать от искусственного интеллекта. То есть, без сомнения, слово года — это AI на 100%. Книги. Роман Пятера Владимира Жаботинского. Это роман о печальной судьбе 5 детей одной еврейской семьи в городе Одесса в начале 20 века на фоне судьбоносных событий революции 1905 года, если я... Да, 5 года. Жаботинский человек очень на сегодняшний день спорный. Он считается предок политической партии Ликуд в Израиле. Часто, мне кажется, на Западе, в Америке его часто понимают путем стереотипов, скорее всего, о сегодняшней политической партии и ее идеологии. На самом деле он очень интересная историческая личность, журналист, писатель, идеолог сионизма, ревизионизма, хулиган, много интересного о нем, и роман просто прекрасный. Я не могу перестать его хвалить вообще. То есть любимый роман почти на любом языке, я бы сказал. Первый совет, я бы сказал, подумайте хорошо, хотите ли вы действительно стать журналистом, потому что это не самый простой путь. Это интересно, но сложно. И есть... люди часто думают о гламурной журналистке, иностранный корреспондент телеканала CNN или автор колонок в газете New York Times. На самом деле есть очень много негламурной журналистки, негламурных рабочих мест. То есть это во-первых. Второй совет. Подумайте о том, что из вашей жизни вы готовы принести в жертву в храме журналистики. Потому что иногда невозможно одновременно иметь хорошую зарплату, интересную работу, жену или мужа, или партнера, семью, дом. Много сложностей в этой профессии, То есть путь к успеху в журналистике не прямой вообще. То есть нужно действительно подумать о выборе профессии. Третий совет очень, мне кажется, банальный. Нужно всегда оставаться честным и действовать в соответствии со своей этикой, с журналистской этикой, но и также с личной этикой, потому что на самом деле, чтобы заработать в мире журналистики, есть немало способов, и не все они честные, и иногда они могут быть даже опасны и разрушительны для общества и для самого человека. Трудно сказать. Я когда-то... То есть поскольку я долгое время был
редакторами, работал с журналистами из России, из Украины, из Центральной Азии, из Кавказа, то я знаю и я видел очень много талантливых людей. Ам, Наверное, приведу вот лишь один пример. Я определенное время работал, сотрудничал с журналистами из Туркменистана. Как вы знаете, Туркменистан одна из наименее свободных стран в мире, там вообще нет свободной прессы, и журналисты из Туркменистана, которые не просто являются пропагандистами режима, не могут работать в стране, поэтому они все живут в изгнании. Это, к сожалению, уже стандартная ситуация для журналистов на так называемом постсоветском пространстве. И я видел, как эти ребята, журналисты, расследователи из Туркменистана находят просто дичайшую информацию о своей стране, находясь за ее пределами и используя все возможные странные, необычные, неожиданные ресурсы и подходы. Я видел, как они работают. Это супер круто. Иными словами, просто невозможно выразить свое отношение к этому. Это прекрасно, круто, впечатляюще. Они меня вдохновляют, потому что просто, чтобы делать такие расследования в таких серьезных, стрёмных условиях, это прекрасно. Никто не знает, никто не знает. Но я уже рассказал, что я не думаю, что искусственный интеллект заменит нас всех. То есть, может быть, через 5 лет искусственный интеллект будет писать эти вот очень базовые новости о неспорных событиях на местном уровне или, например, о результатах футбольного матча. Все возможно, все возможно. Но вот я не знаю, мне трудно сказать. Я думаю, что журналистика будет, потому что мы уже 20 лет, наверное, сосуществуем с интернетом и с новыми видами передачи и распространения информации. То есть я думаю, что мы были, мы есть и мы будем. А вот нас будет много, я не знаю. И мы все будем профессионалы, не знаю. И качество журналистики останется высоким, не уверен. Надеюсь. Я думаю, что нас не заменит машинами, поэтому, наверное, мы будем.